Отец Александр Мень, без всякого сомнения, принадлежал к числу тех деятелей Русской Православной Церкви XX века, которые по праву могут быть названы свидетелями и созидателями мира. Отец Александр был миротворцем. В первую очередь в связи с позицией, которую следовало занимать по отношению к атеистическому государству. Воспитанный в катакомбной церкви, став взрослым, он решил принять священнический сан в официальной церкви, в той церкви, которая не отвергалась советскими властями и которая так или иначе должна была находить с ними какой-то способ сосуществования. Выбор отца Александра был продиктован реализмом и осознанием того, что он может принести гораздо больше блага своим советским соотечественникам именно изнутри церкви, признаваемой государственными властями. Полностью осознавая, с одной стороны, что государственные власти накладывают на церковь серьезные ограничения, а с другой стороны, что священноначалие может подвергаться искушению проявлять чрезмерную политическую лояльность по отношению к советской власти, сам отец Александр оставался чуждым как компромиссу, так и публично продекларированной, скажем так, безбашенной оппозиционности. С момента рукоположения в 60-е годы, вплоть до мученической кончины в 90-м, он как пастырь и интеллектуал всегда балансировал на грани законности, обустраивая многочисленную деятельную общину верующих, которая собиралась, чтобы поговорить о вере вне храма и богослужения, а также создавая книги, издающиеся за границей, общаясь со свободомыслящей интеллигенцией и диссидентами. Его вызывали и допрашивали в КГБ несчетное количество раз. Но он не участвовал в публичных акциях диссидентов, которые лишили бы его возможности продолжать свое служение. В то же время его мнение о советской власти и государственной идеологии всегда было четким и предельно ясным. Но вот политика советского государства по отношению к религии и церкви изменяется в преддверии празднования тысячелетия крещения Руси в 1988 году. И отец Александр будет убит 9 сентября 90 года. Вот в эти самые последние годы жизни отец Александр первым с огромным успехом оседлал волну открытости и самокритики горбачевской перестройки, участвуя в бесчисленных дебатах, читая множество публичных лекций везде, где только это было возможно. Он был одним из немногих представителей русской церкви, которые обладали способностью вести широкомасштабный диалог и откликаться на большие ожидания людей. Под конец долгой эпохи борьбы с верой и маргинализации церкви. В заключительной части своих лекций отец Александр обычно отвечал на вопросы слушателей. Вот по прошествии без малого 35 лет интересно сегодня перечитать эти спонтанные ответы на непредвиденные вопросы, чтобы уловить как пророческое прозрение, так и новую, обжигающую, я бы сказал, актуальность этих ответов. Вот желая высветить активную миротворческую позицию отца Александра и его недвусмысленное осуждение тирании, я вот хочу сейчас привести несколько таких ответов, почти без всякого комментария, чтобы дать самому отцу Александру слово. Вот один из присутствующих на этих выступлениях, цитируя апостольское изречение «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, и существующей же власти от Бога, установленной из послания апостола Павла к римлянам». Вот участник этой встречи спросил отца Александра, должны ли верующие считать властью от Бога и тоталитарный режим. Вот ответ.
Что такое власть? Говорит отец Александр. Это принцип законного государственного устройства. Власть от Бога, потому что без власти хаос – это от дьявола. Хаос приводит к пробуждению и к высвобождению самых тяжких человеческих стихий. Но в какой мере власть отвечает самому принципу власти? Когда она становится не властью, а беззаконием. Вот это человек может судить уже по своим нравственным меркам и критериям. И здесь нам дается другой ответ в Писании. Если закон попран, то в Деяниях апостольских сказано, цитата, «надлежит более повиноваться Богу, нежели человеком». Если власть превращается в беззаконие, она уже не власть, она карикатура, мрачная пародия, она гротеск власти. Конец цитаты. Говоря о той катастрофе, которая бывает, когда сами власти нарушают закон, отец Александр мне весьма прозорливо предвещал, что перемены будут долгими и трудными. Цитирую. «Правда, это безумно трудно. Вы знаете, это трудно так же, как лечить застарелую болезнь. Захваченная вовремя болезнь, в общем, сдается иногда легко. Но когда она становится хронической, а у нас это болезнь поколений, то справиться с ней трудно. Здесь потребуется огромная нравственная работа. Я думаю, ни одного поколения. Но если не работать сейчас, если мы все не будем сейчас как-то в этом участвовать, то наши дети опять попадут в капкан. Наши внуки попадут в ловушку. Конец цитаты. Мне кажется, явный пророческий характер это предсказывание делает лишним любой комментарий. Анализ, которому отец Александр подвергал извращенность советской власти и злоупотребление режима, был суровым, безжалостным и недвусмысленным. Цитирую. «У нас были извращения принципа власти, проявления болезни власти, тяжелые и мучительные для миллионов людей. Я не буду вам напоминать те установки, которые у нас появились в литературе, в прессе, которые нарушали принципы законности, принципы человечности. Вы помните, что на Соловках был такой плакат «Железной рукой загоним человечество в счастье». Отлично сказано. Так вот, после этих железных рук могли быть самые тяжелые последствия. Когда человек берет на себя право загонять других куда угодно, даже в счастье, он уже переходит ту черту, за которой начинает нарастать катастрофа. Конец цитаты. Сильные слова, которые, к сожалению, сегодня приобретают пугающую актуальность. Дальше. Был вопрос, должен ли отдельный человек самостоятельно противостоять злу? Ответ отца Александра. Да, должен. Я лично убежден, что отвечаем за это мы, потому что побеждать мировое зло поставлены люди. И восстание против зла заложено в нас. Мир во зле лежит. И ведь не слоны или обезьяны понимают это, а понимает это только человек. Человек призван бороться со злом. Конец цитаты. Другой вопрос. Всегда ли насилие и убийство грех? Ответ отца Александра. Насилие и убийство есть зло, как и война есть зло. Когда вокруг насилия или постоянное злоупотребление со стороны властепридержащих, достаточно ли для христианина воздерживаться от личного участия в этих злых делах?
Или даже лично не участвуя в них, он все равно разделяет общую ответственность? Очень важный вопрос. Ответ отца Александра. Закон человеческой солидарности дает возможность передавать от человека человеку добро, свет, правду и жизнь. Но раз этот закон существует, то может по этим же каналам передаваться и зло. Поэтому, когда человек один творит зло, или не один, а группа лиц, то это автоматически начинает передаваться другим людям. Отсюда вывод. На всех на нас лежит великая ответственность. И человек отвечает за ближних. Вот почему, говорит отец Александр, Достоевский говорит странные слова, что все перед всеми виноваты. Но тот, кто находит Христа, находит в себе силы противостоять этому миру, находит в себе силы нести его свет, освещать им повседневную жизнь, потому что истина Божья, она побеждает. Церковь никогда не отрицала настоящей борьбы со злом. Поэтому святой митрополит Филипп, говорит отец Александр, открыто выступил против Ивана Грозного. Поэтому Максим Грек выступил против злоупотребления властью, за что был посажен в тюрьму. Поэтому многие христианские святые, подвижники, учителя боролись со злом открыто, а иногда даже со злом военным. Конец цитаты. И в заключение я бы хотел привести несколько слов отца Александра Меня из предисловия к его книге «На пороге Нового Завета». Цитирую. Когда церковь, как совесть общества, станет на защиту слабого и будет бороться с бесправием и войнами, когда она будет сохранять духовное наследие народов, утверждая человеческое достоинство женщины, раба, крепостного, она явится подлинным оружием Господним. Когда апостол Павел и другие миссионеры вплоть до наших дней, одолевая бесчисленные преграды, понесут людям вести о свободе чад Божьих, когда Климент Александрийский или Фома Аквинат скажут, что вера не враг разума, когда апологеты первых веков провозгласят принцип терпимости, а святой Мартин и преподобный Нильсорский осудят казни инакомыслящих, когда святитель митрополит Филипп или Дитрих Бонхофер сложат головы в борьбе с тиранией, когда отцы церкви назовут богачей грабителями, а государство, пренебрегшее правом, шайкой разбойников, когда мученики всех стран и времен, от Рима до Японии, России, Мексики, Германии, Эфиопии, Албании, запечатлеют своей кровью верность Христу, то все они будут представлять собой истинное христианство. Так отец Александр Мень, свидетель мира в советской России, сумел удержаться в постоянно неустойчивом равновесии с агрессивно-атеистическим и тоталитарным государством, никогда не идя на компромиссы, которые были бы равнозначны попустительству деспотичному режиму, открыто обличая злоупотребление, ложь и беззаконие. Его предсказания оказались пророческими. Его уроки не только не потеряли в актуальности, но звучат сегодня на редкости злободневно. Если бы 35 лет тому назад русская церковь придала больше значения Меневскому православию диалога, если бы в 90-м году топор неизвестного убийцы не обрушился на череп отца Александра, история страны, несомненно, пошла бы по другому пути.
как говорят в Италии, если и но к истории неприменимы. Или, как говорят в России, история не знает сослагательного наклонения. Однако, обращая взгляд не назад, а вот вперед, я думаю, позволительно прибегнуть к желательному наклонению и пожелать, чтобы завтрашняя Россия сумела заново открыть и усвоить урок этого великого миротворца, отца Александра Меня. Спасибо.